Привет! Признаюсь честно, в обозреваемых сегодня беспроводных наушниках KZ SK10 меня в первую очередь привлек необычный дизайн. Так бывает довольно часто, и этот случай не исключение. Ну а что еще помимо своей аудиофильской красоты предлагают нам новые наушники, я и расскажу тебе в течение нескольких минут. Итак, KZ SK10 идут уже в знакомом нам по моделям Z1 Pro и SKS круглом зарядном футляре, только вот на этот раз его крышка имеет прозрачную вставку практически во всю площадь поверхности. Никаких кнопок активации и статусных светодиодов снаружи корпуса нет. Все эти элементы поместили внутри между посадочными местами наушников. Здесь у нас находится одинокий диод состояния и крохотная кнопочка для первичного сопряжения и сброса гарнитуры до заводских настроек. Подключение к смартфону происходит по открытию крышки кейса, что в свою очередь, если мне не изменяет память, KZ применили впервые. На задней стороне под петлей расположили разъем для зарядки. Беспроводным способом пополнять энергию нельзя. Сами наушники выполнены в классическом КЗшном стиле и своей внутренней стороной повторяют среднестатистическую форму ушной раковины, а вот сама эта часть изготовлена из полупрозрачного пластика, и в силу того, что свой экземпляр я купил в черных тонах, то рассмотреть внутреннее расположение элементов конструкции возможно лишь примерно, но при желании все же это возможно сделать. В белом цвете пластик максимально прозрачный, и там видно все гораздо лучше. Звуковод здесь латунный и прикрыт металлической сеткой. Комплектные амбушюры мягкие и удобные, менять их на другие мне не пришлось. Сенсорные области для управления медиаплеером обрамлены рамкой из той же латуни, повторяющей очертания формы наушника, а сам логотип напечатан золотистой краской и будто бы залит эпоксидкой. Визуально со стороны все выглядит очень даже презентабельно, и этот золотой цвет особо не напрягает и цыганщиной не отдает. Отделано все со вкусом, как будто бы наушники не заводские, а кастомные. Чтобы поставить трек на паузу или возобновить прослушивание, необходимо коснуться сенсора один раз. Ответ на входящий вызов также зашит на данное действие. Двойное касание позволяет переключаться между композициями. Правый наушник крутит вперед, а левый отматывает в начало или ставит предыдущий. Удержание пальца в области касания в течение 2 секунд вызывает голосового ассистента, а вот тройной тап активирует High Performance режим, который обеспечивает более низкую задержку в играх и при просмотре видео на YouTube. Что же касается непосредственно звучания, то по этой части изначально данные наушники мне не показались интересными. Мое первое впечатление было из разряда «да это же те же самые Z1 Pro, только в прозрачном корпусе». Вот все в них звучало с точностью одинаково, но спустя время, чем дольше я их слушал, тем сильнее они раскрывались. И я бы не сказал, что это эффект привыкания, ведь параллельно у меня на тесте были и другие модели, так что времени на привычку особо-то и не было. Эти наушники у меня на руках еще с 21 сентября, и здесь скорее сработал именно эффект раскрытия потенциала за счет времени их работы. Можно назвать это своеобразным прогревом, хоть и многие в него не верят. Наушники и правда стали звучать намного лучше, чем играли изначально. При всем при этом я ничего специального по типу белого, розового и прочих шумов для этого не применял. Я просто слушал разнообразную потоковую музыку на уровне громкости в плюс-минус 80%. И да, тут сразу уточню, что в этих наушниках на сотке больше минуты находиться просто невозможно. Как обычно, KZ держит марку как одни из самых громких ТВС на рынке. Но как бы там ни было, от своих изначальных слов я не отказываюсь. SK10 лично для меня ничем не лучше SKS. Последние имеют более четкое и выразительное звучание, которое я предпочитаю больше. В десятках же присутствует больше объема на середине и внизу, а вот поверху той самой резкости SKS лично мне не хватает. То есть частотная картина здесь не такая ровная и сбалансированная, как в SKS, но при этом довольно интересная. Несмотря на то, что перед нами все та же гибридная звуковая схема в виде одного арматурного излучателя и одного динамического, звучат наушники с большей долей как обычные динамические, поэтому я и ставлю их в один ряд с моделью Z1 Pro. Возможно, все дело в аудиочипе и аудиокодеке, ведь SK10 работают только по 2 кодекам, это AAC и SBC, в то время как в SKS максимальным является aptX Adaptive на квалкомовском чипе QCC3040. При всем при этом, несмотря на то, что соединение со смартфоном обеспечивает современный Bluetooth модуль версии 5.2, а также заявленная емкость аккумулятора в 48 мАч в каждом из наушников, в своем тесте автономности на 100% громкости я получил результат всего лишь
лишь в 3 часа и 7 минут. Разумеется, я напомню еще раз, что наушники сильно громкие, однако я всегда замеряю потенциал по этой части на сотки, чтобы было примерное понимание, чего можно ожидать от той или иной модели. Сам же кейс при этом позволит зарядить гарнитуры примерно 3-4 полноценных раза. Его емкость составляет 400 мАч. Ну а прямо сейчас я предлагаю тебе послушать тест работы встроенных в наушники микрофонов. Предупреждаю сразу, что ожидать от них феноменальной работы не стоит. По этой части, как мне показалось, у наушников примерный паритет с моделью SKS. Проверяем работу микрофонов в наушниках KZ SK10. Вот таким образом они звучат в закрытой машине. Я сейчас по традиции открываю окна с двух сторон. Мне сюда порывами задувает ветер, плюс шум ветра, гуляющих мимо машин. Ну, примерно как-то так тебя будет слышать собеседник при таком сценарии использования, если ты будешь разговаривать с ним вот этим вот наушником. Ну и по традиции второй тест с печкой. Я сейчас выкручиваю ее на максимум, вот таким вот образом. Она потихонечку набирает обороты, и уже буквально через 5-6 секунд в салоне будет стоять очень сильный шум, искусственно созданный. Фрагмент этого шума я сейчас вставил, чтобы послушать передумать, данный тест находится. Ну и примерно как-то так тебя будет слышать собеседник при вот таком сценарии использования, если, допустим, ты будешь находиться в каком-то очень сильно шумном месте и захочешь поговорить с кем-то по вот этим вот наушникам по телефону. Но вот так вот работают микрофоны в наушниках KZ SK10. Я сейчас нахожусь на такой тихой, спокойной, более-менее улочке. Это не проспект Мира, не МКАД, ничего такого. Но здесь очень сильно ветер сегодня дует, машины проезжают довольно такой завидной регулярностью. И примерно можно прикинуть, как тебя будет слышать собеседник, если ты будешь с ним разговаривать по вот этим наушникам по телефону, находясь вот в таких условиях обстановки. Как-то так. По игровым возможностям наушники проявили себя неплохо, но разумеется показателей, заявленных производителем, они не выдают. Для обеспечения низкой задержки в играх в наушниках предусмотрен High Performance режим. Как я уже отмечал ранее, активировать его можно тройным тапом по любому из сенсоров. В своем игровом тесте в популярных шутерах PUBG Mobile и Call of Duty Mobile я получил результаты в интервале от 160 до 240 миллисекунд. Поиграть при таком раскладе, разумеется, можно, на слух рассинхрон будет слышно только в редких моментах при одиночной стрельбе. Во время же какой-то добротной перестрелки уловить на слух задержку в 1/5 секунды будет уже намного сложнее. По стабильности связи с моим основным смартфоном OnePlus Nord CE с Bluetooth 5.1 на борту проблем обнаружено не было. В городской квартире пару стен и балконную дверь сигнал преодолевает, в многолюдных локациях по типу ТЦ обрывов соединений я также не услышал. Разумеется, все будет зависеть от конкретной модели смартфона. Ну и подводя некий итог по данной модели, могу сказать, что перед нами очередная вариация на тему классических ТВС от KZ. Ничего нового для себя, кроме оригинального дизайна, я в этих наушниках не нашел. Цена в плюс-минус $40 или около 3000 рублей к концу 2021 года все же как-то обязывает, или хотя бы располагает к наличию хоть какого-то приложения, и функциям большим, чем производитель закладывает от модели к модели, изменяет только дизайн, да и то косметические. И вот если честно, то мой интерес к беспроводным наушникам от Knowledge Zenith с каждым разом все больше и больше угасает. Становится совсем неинтересно, ведь за хорошим звучанием можно всегда обратиться к превосходно сбалансированной по всем фронтам модели KZ SKS. И по сути большинству с головой хватит того звучания, что выдают эти наушники. В общем, вот какие-то такие мысли у меня были по этому поводу. Спасибо тебе за просмотр, скоро увидимся. Пока-пока.